Внезапное возвращение. Незваный гость на полях Франции. На тихих полях Франции в одном из небольших и мирных уголков местные жители неожиданно столкнулись с чем-то поистине необычным. На краю деревни, где еще вчера не было ничего, кроме старых дубов и пшеничных полей, вдруг появился танк. Грозный бронированный монстр стоял как будто бы в ожидании своего часа. Но что удивительно, он выглядел так, будто вернулся с военной миссии буквально вчера. Ни следов ржавчины, ни повреждений времени, броня была в идеальном состоянии. Для жителей деревни это было не просто неожиданностью, а настоящим шоком. Первым танк заметил фермер, который каждое утро проходил через эти поля со своим стадом овец. Он был в полной уверенности, что знает каждую сотню ярдов вокруг, и появление огромной военной машины заставило его сразу же сбежать обратно в деревню за подкреплением. Вскоре на место прибыла небольшая группа из местных жителей, которые в недоумении рассматривали это чудо техники. Они заглядывали внутрь, пытаясь отыскать следы экипажа или понять, откуда и как эта машина могла сюда попасть. Однако самое странное состояло в том, что танк был без экипажа, но внутри на сиденьях аккуратно лежали кожаные дневники и старые карты. Документы выглядели так, будто их кто-то только что использовал, сохраняя в себе тайны прошедших лет. Местные сразу же поняли, это не просто находка, это загадка, которая требует разгадки. Но каковы могли быть объяснения этого внезапного материального перемещения во времени? Ответы на эти вопросы обещали быть не менее удивительными, чем само появление танка. Бесследное исчезновение. Где танк был все эти годы? Обнаружение танка на полях Франции вызвало столько вопросов, сколько и интереса. Где же он находился все эти годы, с момента своего исчезновения? Вернувшись в сороковые во время войны, десятки танков бесследно пропадали, нередко становясь жертвами битв или поглощенными грязью боевых полей. Однако никогда ранее не случалось, чтобы танк, исчезнувший без следа, спустя столько лет вдруг появился в таком идеальном состоянии. История этих боевых машин всегда была связана с сражениями, и судьба их могла быть крайне разнообразной. Например, некоторые из них затапливались в реках или оставались затерянными в болотах. Но тот факт, что этот танк выглядел как новый, поднимает новые вопросы. Исчезновение боевых машин в годы войны было явлением нередким, но они оставались в зоне боевых действий под слоем земли или обломков. Думать, что внезапно исчезнувший танк мог пробыть в таком состоянии десятилетия, это что-то из области невероятного. Тем более, если учесть, что на его борту были обнаружены предметы, которые, казалось, совсем недавно использовались. Это наводит на мысль, что танк провел все это время вовсе не на поверхности нашей планеты. Может быть, он находился в каком-то из неизвестных мест, о которых мы только догадываемся. Этот внезапный возврат из небытия — загадка, которой позавидовал бы любой сценарист. Все, кто слышал об этой истории, задавались вопросом, что же произошло с танком за эти годы? Где он находился, пока мир менялся и развивался? Как он сохранил свой первоначальный вид? И что на самом деле скрывают его дневники и карты? Ответы на эти вопросы еще впереди, и кто знает, возможно, они помогут пролить свет на одно из самых интригующих событий нашей современности. Загадочные дневники. Что скрывал экипаж? Когда дневники из танка оказались в руках удивленных жителей, они почувствовали себя словно в эпицентре шпионского кино. Кожаные обложки слегка потемнели от времени, но страницы внутри были удивительно свежими. На первый взгляд записи выглядели как типичные отчеты экипажа, фиксировавшего передвижение и тактические маневры. Однако при более внимательном изучении стали явными скрытые отрывки, которые явно были зашифрованы. Возможно, это делалось для сокрытия информации от врага, а может быть, на страницах скрывалась информация, которую не должны были видеть даже союзники. Каждая страница дневника рассказывала о бурных днях Второй мировой, о событиях на полях сражений, о приказах, которые экипаж получал. Однако отдельные заметки выглядели так, как будто были написаны в спешке, с дрожащей рукой. Эти фрагменты повествовали о странных явлениях и событиях, которые экипажу приходилось видеть. Как будто кто-то пытался зафиксировать те моменты, которые не вписывались в привычный ход войны. В одном из дневников на полях была нарисована карта, схематичное изображение, на котором не было подписей, только кривые линии, напоминавшие границы или маршруты отступления. Также встречались упоминания о необъяснимых сигналах и странных световых явлениях, которые, по словам экипажа, они наблюдали в ночном небе. Эти записи намекали на то, что люди, находящиеся внутри танка, были очевидцами чего-то необычного, возможно, даже паранормального. И хотя дневники пролили свет на некоторые детали из жизни экипажа, они оставили больше загадок, чем ответов. Возможно, ключ к разгадке этой тайны скрывался также и в старых картах, обнаруженных внутри машины. Старые карты, потерянные сокровища или навигация во времени.
Когда карты из танка были внимательно изучены, они произвели не меньшее впечатление, чем дневники. Эти документы были на удивление хорошо сохранившимися и выглядели так, будто были нарисованы совсем недавно. На картах были отмечены места, которые давно стерлись от современной географии, и маршруты, ведущие через поля, ныне застроенные городами и дорогами. Но самое удивительное, одна из карт содержала незнакомые символы и направления, которые не соответствовали никакому известному языку или системе навигации. Все это породило вопросы о возможных сокровищах или потерянных артефактах. Были ли эти маршруты разработаны для поиска спрятанных ресурсов, или, возможно, они были частью тайного плана, скрытого за официальными военными приказами? Однако некоторые исследователи предположили, что карты могли быть связаны с перемещением через время. Линии не вели в реальное географическое пространство, а перемещали людей через временные промежутки. В некоторых местах на карте были обозначены точки без объяснений, как неподписанные пазлы, ожидающие разгадки. Продолжающееся исследование карт держало в напряжении всех местных жителей. Вдруг ли могло это открытие раскрыть тайны, связанные с исчезновением танков? Может ли это быть доказательством существования параллельных миров или временных аномалий? Или ответы кроются в дневниках, которые уже начали приоткрывать некоторые тайны? Эти неожиданные находки добавили новый виток в историю загадочного танка, а новые открытия могли пролить свет на события давних лет. Однако каждый шаг вперед рождал новые вопросы, оставляя пространство для бесконечных теорий и расследований. Временная аномалия или мистификация. Что говорят эксперты? Сразу после обнаружения танка на французских полях вопрос о его происхождении заинтересовал не только местных жителей, но и экспертов из различных областей. Некоторые ученые выдвинули гипотезу о временной аномалии, основой для которой стала идеальная сохранность танка и найденные внутри него документы. Они предположили, что танк мог стать жертвой временных сдвигов, которые, возможно, перенесли его из 40-х годов прямо в наше время. Такие перемещения казались невероятными, но наличие незапятнанной техники и недавно использованных бумаг заставляло задуматься. Однако не все специалисты согласны с теорией временных искажений. Среди скептиков нашлись те, кто выдвигает более приземленные объяснения. Например, мистификация, проведенная с высокотехнологичными методами, могла бы объяснить внезапное появление танка. В современных условиях подделать технику и документы, включая карту с таинственными символами, вполне возможно. Этот вариант вызывает вопросы о том, кто и с какой целью мог провести такую сложную операцию. В то время как ученые обсуждали возможные причины, эксперты в области истории вооружений провели тщательное изучение танка. Они обнаружили, что модель машины и его внутренние механизмы соответствуют тому, что использовалось в 40-х. Однако некоторые детали не вписывались в стандартные модели того времени, что снова подогревало споры о возможности временных путешествий. Эти расхождения заставили задуматься, не было ли вмешательства извне, повлиявшего на состояние танка. Сходятся ли мнения экспертов или каждый их вывод открывает новую загадку? Независимо от веры в научные чудеса или мистификации, каждый факт, каждый новый взгляд на танк придавал истории еще больше интригующих деталей. Как будет развиваться дальнейшее расследование и какие еще тайны могут скрывать дневники и карты. Это открытие перекроило представление о возможном и невозможном, но оставило больше вопросов, чем ответов, поддерживая интерес общественности на неизменно высоком уровне. Свидетельства очевидцев. Что видели местные жители? Сразу после обнаружения танка на французских полях вопрос о его происхождении заинтересовал не только местных жителей, но и экспертов из различных областей. Некоторые ученые выдвинули гипотезу о временной аномалии, основой для которой стала идеальная сохранность танка и найденные внутри него документы. Они предположили, что танк мог стать жертвой временных сдвигов, которые, возможно, перенесли его из 40-х годов прямо в наше время. Такие перемещения казались невероятными, но наличие незапятнанной техники и недавно использованных бумаг заставляло задуматься. Однако не все специалисты согласны с теорией временных искажений. Среди скептиков нашлись те, кто выдвигает более приземленные объяснения. Например, мистификация, проведенная с высокотехнологичными методами, могла бы объяснить внезапное появление танка. В современных условиях подделать технику и документы, включая карту с таинственными символами, вполне возможно. Этот вариант вызывает вопросы о том, кто и с какой целью мог провести такую сложную операцию. В то время как ученые обсуждали возможные причины, эксперты в области истории вооружений провели тщательное изучение танка. Они обнаружили, что модель машины и его внутренние механизмы соответствуют тому, что использовалось в 40-х.
Однако некоторые детали не вписывались в стандартные модели того времени, что снова подогревало споры о возможности временных путешествий. Эти расхождения заставили задуматься, не было ли вмешательства извне, повлиявшего на состояние танка. Сходятся ли мнения экспертов или каждый их вывод открывает новую загадку. Независимо от веры в научные чудеса или мистификации, каждый факт, каждый новый взгляд на танк придавал истории еще больше интригующих деталей. Как будет развиваться дальнейшее расследование и какие еще тайны могут скрывать дневники и карты. Это открытие перекроило представление о возможном и невозможном, но оставило больше вопросов, чем ответов, поддерживая интерес общественности на неизменно высоком уровне. Когда нашумевшая новость о танке разлетелась по округе, местные жители не могли оставаться в стороне и начали делиться своими наблюдениями. Один из очевидцев, пожилой фермер, утверждал, что ночью, прежде чем танк появился, он заметил странное мерцание на горизонте. Его слова казались на первый взгляд сказками, но совпадали с упоминаниями о световых явлениях из дневников. К тому же несколько жителей деревни, живущих недалеко от поля, где всплыл танк, говорили о странных звуках в ту ночь. Что-то среднее между гулом самолета и шепотом ветра, который прошел максимально близко к земле. Прикиньте, а некоторые даже присягали, что видели тени, скользящие в ночи, как будто кто-то пытался совершить незаметную операцию. Эти видения могли сойти за обманчивые игры света и тени, но в свете истории с танком они породили множество вопросов. Жители, казалось, были уверены, что стали свидетелями чего-то необычного. Многие считали, что этот танк — отправление из другой эпохи, а его появление могло быть результатом действия сил, не поддающихся человеческому объяснению. И, как это часто бывает в маленьких деревнях, слухи начали разрастаться. Каждый хотел внести свою лепту, добавить что-то новое и увлекательное к рассказу. Некоторые даже вспоминали о легендах, о странных явлениях в этой местности, связывая их с новыми событиями. Тем не менее, несмотря на все домыслы, реальные события оставались строгой тайной, которую трудно было понять. Истории жителей не только дополнительно запутывали сюжет, но и добавляли ощущение мистики и непредсказуемости в это уже и без того сложное дело. Исторический контекст исчезновения танков во Второй мировой. Чтобы понять, как танк мог исчезнуть и вновь появиться через десятилетия в идеальном состоянии, нам необходимо вернуться во времена Второй мировой войны. В те страшные годы танки были буквально на вес золота и активно использовались в боевых действиях на всех фронтах. Исчезновение боевых машин не было чем-то необычным, но причины этих исчезновений зачастую были банальны. Сражения, попадание под вражеский огонь, затопление в реках или болотах. Многие машины оставались на местах своих последних битв, погребенные под слоем земли и обломков, или же были уничтожены прямо на поле боя. Кроме этого, во время войны часто происходили случаи, когда в хаосе сражений техника оставалась в плену у врага или же ее уничтожал собственный экипаж, чтобы предотвратить захват. Некоторые машины считались бесследно пропавшими, потому что их судьба так и оставалась неизвестной. Иногда о них вспоминали спустя годы, когда эти машины находили случайно как затерянные артефакты прошлого. Конечно, истории о пропавших танках остались лишь печальными страницами военной истории, однако подобный случай в французской деревне не вписывался в стандартные сценарии. Полное отсутствие ржавчины и повреждений вызывало все больше вопросов, ведь даже под землей техника стареет. К тому же хранившиеся в танке дневники и карты выглядели новыми, словно они все это время находились в идеальных условиях. Это и отличало ситуацию от всех ранее известных случаев. Исчезновение танков в военное время не было чем-то невероятным, но их внезапное появление спустя десятилетия — это уже другая история, вызывающая новые загадки. Впрочем, были и те, кто предполагал, что это либо тщательно продуманная мистификация, либо необычная история, достойная исследования. Технологии будущего. Неожиданные находки внутри машины. Взглянув внутрь танка, эксперты были шокированы находками, которые, казалось, опережали свое время. Некоторые детали и механизмы, обнаруженные внутри, заставили задуматься о возможной передаче технологий из будущего. При изучении двигателя выяснилось, что он был оснащен компонентами, которые не соответствовали стандартам 40-х. Использованные материалы и конструкции больше напоминали разработки из более поздних периодов, чем военную технику Второй мировой войны. Электронные системы управления, которых не должно было быть в машинах того времени, выглядели так, будто их кто-то усовершенствовал с использованием современных технологий. Эксперты сравнили их с устройствами, которые можно было бы ожидать увидеть в моделях конца 20 века или даже более позднего времени. Этот факт создал одну из наиболее озадачивающих загадок.
Как эти продвинутые технологии могли оказаться в машине, произведенной десятилетия назад? Кроме того, в одном из отсеков танка были найдены странные приборы, которые никто из исследователей не смог точно идентифицировать. Эти устройства, возможно, предназначались для связи или навигации, но их функциональность оставалась туманной. Одним из наиболее интригующих элементов был компас, который помимо стандартных направлений имел дополнительные метки, не встречающиеся в стандартных навигационных системах. Эти неожиданные находки породили множество теорий, от экспериментов с секретными технологиями до гипотез о контактировании с будущим. Находка в танке технологий, которые не могли существовать в годы, когда он был произведен, добавила еще одно звено к цепочке таинственных событий вокруг этой машины. Эти открытия лишь усложнили разгадку, оставив экспертов в недоумении и подстегнув интерес к дальнейшему изучению загадочного появления танка на полях Франции. Как могло случиться такое временное несоответствие и скрываются ли еще какие-либо удивительные детали внутри этой стальной загадки? Разгадка или новые вопросы, заговор, случайность или нечто большее? Когда из всех собранных фактов и свидетельских показаний начали складываться пазлы загадки танка, аналитики попытались разобраться, что же все это значит. Каждая находка и каждый новый факт добавляли интриги и создавали ощущение, что это не просто случайность. Возможно, это мог быть тщательно продуманный заговор, организованный с тайной целью. Кто мог бы обладать ресурсами и знаниями для такого сложного плана? С другой стороны, можно было предположить, что это всего лишь невероятная случайность. Но вероятность того, что столь сложное устройство, как танк, могло исчезнуть и появиться спустя десятилетия без каких-либо признаков времени, ставила эту версию под сомнение. Да и обнаружение новых технологий среди старых конструкций вызвало больше вопросов, чем ответов. Однако были и те, кто считал, что разгадка может скрываться глубже, возможно, во вмешательстве каких-то сил, о которых мы еще не знаем. Теория о временной аномалии или даже о параллельных мирах все еще оставалась на повестке дня. Дневники с их загадочными записями, старинные карты с неизвестными символами и совершенно новые технологии — все это говорило о возможном существовании неведомого прежде явления. Для многих следствие только началось, и каждое новое открытие могло привести к более широкой картине. Хотя невозможно было сразу определить, является ли это происшествие результатом заговора, случайности или чего-то более сложного, одно было очевидно — найденный танк стал настоящей исторической сенсацией, захватившей умы и воображение многих. Вопросы остались, но они не останутся без ответов, так как работа продолжается и новая информация может появиться в любой момент. Фантазия или реальность? Финальные выводы по делу о таинственном танке. Когда пыль осела вокруг таинственной истории с танком, стало ясно, что перед нами одно из самых удивительных происшествий последнего времени. Каждый элемент этой загадки, от идеально сохраненного состояния машины до удивительных находок внутри нее, привел к новым дискуссиям и догадкам. Ряд экспертов предложил теорию о временных аномалиях, связывая это с необычными технологиями, найденными в танке. Но некоторые считают, что это высокотехнологичная мистификация. Местные жители своими рассказами лишь добавили масло в огонь. Их видения и звуки той ночи, совпадающие с записями из дневников, вызывали вопросы о возможном эксперименте или феномене, который пока никем не объяснен. Необычные события, словно собравшись вместе, сложили историю, которая заставила всех задаться вопросом, насколько далеко простирается человеческое знание и где заканчивается граница между реальностью и вымыслом. Факт остается фактом. Танк появился как будто из воздуха, и это событие требует глубочайшего анализа. Каждый обнаруженный в танке артефакт и каждая запись в дневнике предлагали разгадки, которые потенциально могли пролить свет на это необычное явление. Однако текущие объяснения лишь создают еще больше загадок. Итак, каждая новая находка делает наше понимание только более сложным, оставляя всех участников расследования с чувством, что произошло нечто значительное. Дальнейшие открытия могли бы раскрыть нам больше о технологии, секретах войны и, возможно, даже природе самого времени. Но пока что танк остается доказательством того, что мир полон неожиданностей, и это событие напоминает о том, что множество тайн все еще ждет своего часа, чтобы быть разгаданными.